Привет всем! С вами снова я, Ингрида. И сегодня я отправляюсь за продуктами, а именно в магазин Меркадоне. И хочу вам рассказать, показать, что ж там можно купить и по какой цене. Конечно, те продукты, которые продаются здесь, вот именно на острове Тенерифе, очень отличаются от тех, которые продаются, даже если иметь в виду ту же самую Испанию на материке. Ну, а тем более они очень совсем уже отличаются от тех, которые у нас в Риге были. Ну, и уже с Алании, с Турцией я вообще не сравниваю. Ну да, видите, снова я говорю, как было в Турции. Ну, для тех, кто к моему каналу присоединился совсем недавно, хочу напомнить, что мы с мужем чуть больше года назад прилетели в Аланию в то время и больше года прожили вот именно в Турции, в городке Алания. Ну, если кто вдруг собирается в Турцию полететь отдохнуть или вообще, может быть, на постоянное место жительства, можете посмотреть мой канал, мои предыдущие видео. Там я честно рассказываю, как мы адаптировались, как мы там больше года прожили. Там я рассказываю все, как мы адаптировались, начиная посещения магазинов, пляжей, отдыха, ну и, конечно, медицинских разных учреждений. Но жизнь так сложилась, что мы решили все-таки вернуться в Европу и переехали на Тенерифе. Ну, уже мы арендовали помещение здесь, апартаменты на год. Не знаю, как нам там получится прожить этот год. Будем ли мы здесь так долго или нет. Ну, с надеждой, что все будет хорошо. Хотя здесь тоже есть такие вещи, которые многие нам не нравятся, к которым, я надеюсь, я привыкну. Ну, не знаю, может быть, кто-то думает, что я тут такая капризная, капризничаю. Но я буду вам честно рассказывать, что же мне нравится на этом острове и что мне не нравится. Нет, погода, конечно, отличная здесь. Вот климат это суперский, да. Но вот эта гора, ой. Ну вот представьте, сейчас вот начало января. Ой, я хотела сейчас сказать, какое число сегодня. Вот видите, как на отдыхе, говорится, читаешься во времени, в числах. Если не ошибаюсь, сегодня 6 января. И у нас на улице 20 плюс, 26-27 градусов. И знаете, специально вчера вышла на террасу вечером, уже когда было 9 часов вечера, темно уже у нас, да. В Риге тогда вообще 11 вечера, а по московскому времени полночь. И было 22 градуса плюсом. Представляете, в темноте, и ну, когда солнце зашло, и 22 плюс. Так что вот как тепло. Ну и первое, что мне здесь не нравится, я уже могу сразу вам даже показать. Это то, что мы живем на горе. Вот смотрите, как мне надо спускаться вниз. Вот там находится магазин Меркадоне. А мне впереди спуск. Ну да, спускаться вроде как с горы еще не так страшно. Это нормально, да? И не так уж далеко. Ну а вот наверх, чтобы подняться, вы сами представляете, это не так просто. Обратно только на машине, но мы пока здесь ее не приобрели, и думаю, здесь приобретать не будем. И так произошло, что именно когда мы прилетели в декабре, здесь аренда машин очень дорогая, проще ее купить действительно, чем взять на месяц в аренду. И мы решили, что до февраля мы как-то так пешком все. Ну, поэтому обратно я уже с магазина буду возвращаться на такси. Вот это уже первый большой минус. Если вы собираетесь отдохнуть, смотрите внимательно. Если не берете машину, то город тоже не выбирайте. Так что я жду скорее там конец января как-то, чтобы эти машины упали в цене. Пока что, представляете, аренда машины на месяц, ну, более-менее ничего особенного. Такая вообще такая маленькая, такая ерундовая машиночка будет стоить от 1500 до 2000. Представляете, какая цена? Ну это нереально, нет. Нет, ну, конечно, вид зато, знаете, с террасы у нас просто прекраснейший, да. Я как-нибудь обязательно вам покажу в следующих видео, что мы сняли, за сколько, где, чего. Ну, а те, кто собирается в ближайшее время на Тенерифе отдохнуть, а может быть даже на постоянное место жительства, можете присоединиться к моему каналу, и я вам буду рассказывать, как же теперь мы адаптируемся, как привыкаем к островам Канарским, именно к острову Тенерифе. Видео у нас еще ожидает впереди много. Смотрите мой канал о Тенерифе. А сегодня, как я сказала, отправляемся просто за продуктами. Ну и так, мы в магазине. Правда, сейчас меня, наверное, будет хуже слышно.
я одела маску. Без маски на острове Тенерифе тоже заходить в магазины нельзя. Вот Меркадона. Ну и заходим в магазин. Ну и так, я в магазине. Ну, здесь такие разные джемы, разные варенья, что нас мало будет интересовать. А я отправляюсь вперед к остальным прилавкам и сейчас куплю круассанчики. Я уже их вижу, что я обычно беру. Вот эти круассанчики за евро 50. Вот эти. Здесь еще есть такие сладости, вот именно. Очень неплохие даже. Вот даже я ищу, какой я брала. Да, я эти тоже брала. Вот эти я брала. Брала, а писташковые? Писташковых я не вижу. Да, что-то, наверное, закончились. Ну, вот такие разные интересные шоколадки. Ну, есть, конечно, такой хлебушек разный. Вот и разные цены. По евро 15. А мы отправимся вперед к овощам. Хлебушек мне нужен другой. Ну, вот возьму лук. Лук евро 69 килограмм. Вот такой. Дальше мне нужна картошка. Вот смотрите, евро 13 килограмм. Это 3-килограммовая упаковочка, да? Или 5 килограмм сразу по евро 20 килограмм. Ну вот, я возьму 5-килограммовые. Мне на неделю хватит. Ну, дальше мне нужны были помидорчики, но что-то выбор не ахти. Вот видите, по евро 49 помидоры. Ну, не ахти, ну, придется брать такие. И огурчики. Вот, 2,39 и 2,55. Ой, да. Ну, вот есть тоже папайя по 2,49 килограмм, да? Ну, подойдем ближе, я ее брать не буду. Вот какая папайя. Киви есть по 5,99 килограмм. Я отправляюсь к зелени, к морковочкам. А, да, есть шерри маленькие помидорчики по евро 39. Есть салатик такой смешанный по 95 центов пакетик. Ну, листы салатовые. Ну и 75 стоил килограмм морковочки. Ну, а больше я здесь ничего не вижу. Дальше я отправлюсь к яблочкам. Так, вот паприка, евро 95 килограмм, стоит красная. И вот такая зеленая, 2,59. Есть евро 99 уже 3 штучки. Также есть капуста по евро 39. Ну, вот как-то так. Я сейчас возьму паприки еще. Ну, дальше прилавочек есть такой конфетками, сладостями. Он такой небольшой, но мне нужен вот именно сахар. Сахар стоит килограмм евро 30. Нет, 69 центов. Неправда, вот видите цена. Я тут думала евро 30. Нет, 69, да, килограмм. Так что возьму сахар. Ну, вот тут разные еще такие небольшие специи. Есть такой отдел. Ну, вот я беру всегда вот этот чай. По евро 79. Он неплохой. Это черный. Он довольно мелкий, конечно, но он зато качественный, хороший чай. Мы так привыкли к крупнолистовому, большому листьям. Но это нет таких. Ну, берем такой. Ну, дальше отдел йогуртов. И впереди будет дальше сметанка. Я вам покажу, как здесь выглядит сметана. А, вот кефирчик есть. Дальше берем кефирчик. Вот по 75 центов одна баночка. Бутылочка такая вот, 250 миллилитров, 75 центов. И он очень похож на наш кефир. Я их взяла 2. Ну, дальше я беру сладкое. Мне нравится вот это тирамису за евро 15, очень даже хорошее. И по евро 70. Вот это очень хорошее тоже. Я его нагреваю, и с мороженым очень-очень вкусно. И сейчас покажу вам, какая здесь выглядит сметанка. Вот она где. Вот это сметана. Вот она. И стоит она 90 центов, 200 миллилитров. Также я беру масло
тут есть в этом отделе? Вот, есть за евро 60, немножко подорожало, буквально перед Новым годом было евро 30. Ну, чуть-чуть, наверное, были скидки. Ну, и беру вот это масло хорошее, оно по 2,10. Ну, 250 грамм. Да, сейчас возьму, там нет, его надо. Это тоже возьму, это я использую для выпечки, для жарки. Беру такое. Дальше отправляемся к мясным. Да, но тут действительно раздолье. Я вспоминаю, как было в Турции, то только говядину, так тут, смотрите, и кролики, и говядина та же, да, и свинина, и молотая, не молотая, резаная, не резаная, курица, индюк. О, кого тут только нету, да? Ну и приправы есть. Лавровый лист, перчик, ну вот все, что необходимо. Красный перчик есть, он мне нужен. Так, вот, так что еще вот такие приправки. Ну, сейчас выбираем мясо. Мне нужны косточки для супа, ребрышки, вот они такие свиные. 4,49 килограмм они стоят, да? Ну, сразу упакованный. Ну, вот видите, разные карбонадики есть. Он стоит уже 4,85 с косточкой. Вот порезанная тоже есть, по 5,60 свининка. Ну, ой, даже филе, вот это брал, не даже, оно просто филе есть тоже, да, вот я его беру часто тоже, оно стоит 5,59 килограмм. Ну, вот тоже очень такая филешка хорошая. Видите, сколько свинины разные. Ну, а вот если просто карбонатик, я посмотрю, ну как, ну не просто, он мишейный, он стоит 3,50 килограмм. Ну, а дальше прилавочек разной курицы, смотрите, да, и ножки, и знаете, крылышки, и обрезаны, не обрезаны, и без кожи, без костей, ну, что только не хотите. Но меня интересует филе. Ну, вот филе стоит, ой, 6-10 килограмм, да. Так что я возьму филе, сейчас положу обратно, выберу потом. Ну, а просто курица тоже я сейчас пойду покажу сначала вам, что тут только нету. Вот. Ой, видите, молотое мясо тоже. Говядина вместе с телятиной. Молотое стоит килограмм. Килограмм стоит 6,10. Ой, да, 6,10. Даже такие фрикадельки уже сделанные. Дальше мы подходим про вот таких копченых разных колбасок. Кто такие любит? Вот 2,20 стоит эта штучка. Евро 35, евро 89. Смотрите, какие разные. И все выше-выше поднимаемся. Мы берем вот эту. Мы берем такой копчености. Но не всегда. Она не такая полезная, но раз в неделю, когда-то утром можно и съесть кусочек. Я как-то взяла это, но это на любителя. Мне лично она не понравилась. По 2,90. Ну, дальше отдел сыров. Каких их только нет. Здесь есть рикотта по евро 80. Вот какая. Есть маскарпоне тоже есть. Если кто чем-то занимается выпечкой, лично я занимаюсь, мне они очень нужны и часто. Ну, вот разные такие сыры плавленые. Вот творог. Я думала, что я искала. Вот это такой у них творог. Вот мне 2 штучки надо. Очень хороший, даже неплохой. Очень похожий на наш. Ну, дальше мне еще нужен сыр. Мне нужен уже натертый. Не буду я этим заморачиваться. Возьму натертый сырок по евро. Упаковочку. 400 грамм. Ну, вот мы еще хлебушек берем. Вот такого плана. Тостеровый и зерновой. 12 зерн разных здесь. И стоимость евро 70. Вот такой. Ну, есть, конечно, и другой. Белый хлебушек даже, смотрите, по евро. Вот такой огромный. Ну, когда я совсем ленюсь, конечно, я возьму, вот могу взять эти картошечки такие по евро 0,5 или по евро. И сразу их готовых взять и поджарить, чтобы не чистить. Можно и так. Ну, вот какие у них соленые огурчики считаются. Вы знаете, я как-то их пробовала. По евро 40 это литровая баночка, если не ошибаюсь, была. Ну, мне что-то, они разной емкости есть, но мне что-то они не понравились, но очень понравились эти за евро 19, вот уже порезанные.
У них очень хороший маринад, но лично это на мой вкус, да? Вот мы их берем всегда. Вот покажу еще раз их. Вот такой банку. Ну вот, дошли до отдела масла разные. И подсолнечное, и оливковое. Ну, оливковое 700-граммовое стоит 3,80. Ну, если больше емкости возьмете, будет дешевле, конечно, но это не мой случай. Ну вот, дальше фасоль, смотрите, разные, горошки разные. Нут есть. Вот рис мне тоже нужен сегодня, 90 центов килограмм. А макарошки тоже разные. И по нормальной, считаю, цене. 95 центов, евро, 80 центов, 75 центов. Какие пожелаете рожки, спиральки, спагетти. А мне надо рис сегодня. Ну, воды здесь тоже много разные, но воду мы заказываем онлайном. Это намного удобнее, поскольку я здесь что готовлю, что пью, только воду на покупной готовлю. Вот покупаем такие 8-литровые вот такие банки, онлайном нам привозят. И я на ней готовлю, на такой воде. Так как на острове Тенерифе, как мне сказали, на этой воде нельзя готовить. Можно только мыть, стирать. Поэтому вода вся у нас приходит самим своим ходом. Нам ее доставляют. Ну вот и дошли до соков. Их здесь много разных. И цены тоже разные. Ой, разные. Видите, ананасовые, натуральные, фреши. Чего-то только нету. И 2-литровые, и литровые, и маленькие баночки. Вот ананасы, например, 85 центов стоит сок ананас. Ну, их впереди будет кола, но, насколько я знаю, кола евро 89 стоит 2-литровая. Ну, нет, сейчас, видите, акция. Берете по 3 евро 2 колы 2-литровые. Дальше дошли до отдела полуфабрикатов. Ну, здесь должна быть свекла в баночках. И вот свекла, 75 центов. Ну, похоже, я возьму этот раз баночка. И уже такая порезанная. Таким именно вариантом 70 центов. А вот щавеля здесь нет. Ну, такие вещи надо идти в Калинку тогда. Потому что есть такой магазин российский, именно Калинка. Русский, вернее. Там можно и щавель найти. И более-менее другие, если нужны соленые огурчики или что-то такое. Ну вот, это, например, капуста. Считается она немецкая, считается кислая капуста. Ну, какая она уж там кислая, такая есть. Ну, вот еще такие салатики. Ну, вот такой небольшой отдел консервов. Это очень скудненькие, конечно. Вот это минус. И вот какие у них пельмешки. Я еще не пробовала. Хотя мне говорили, что они мало чем отличаются от наших. Но как-то мне еще рука не поднимается рисковать. Я еще не ожила после турецких именно пельмешек. Там были совсем другие, поэтому я уже боюсь их. Ну, когда-то я, конечно, возьму попробовать. Ну, евро 70 стоит упаковочка. Даже не знаю, сколько там грамм может быть внутри. 200, 300? 250. 250 грамм. Вот евро 70. Вот такая цена. С грибами там, с чем только нету. С мясом, как вы видите, с овощами. Ну вот дошли до отдела такой бакалеи небольшой. Соль здесь есть. Здесь сухари есть для жарки. Здесь также разная мука. Вот 2,25, 5-килограммовая простая мука. Ну, также мы дошли до отдела орешков. Мне они сегодня тоже нужны. Вот такие греческие орешки. 200 грамм стоит 2,50 упаковочка. Есть семечки. Тоже, если кого интересует, по евро 0,5 200 граммовые.
Ну и разные другие. Миндаль 150, нет, 200 граммовый стоит 2 евро. Индийские орешки есть тоже по 2 евро. 150 граммовые. Ой, финики есть по 2,25. 350 грамм. И слива сушеная по евро, чернослив, евро 95 упаковочка. Вот это мне надо. Ну вот смотрите, какой здесь есть тоже сушеный инжирчик. Вот такой есть, покрупнее евро 70. И помельче такой инжирчик тоже 2,15. Вон уже семечки такие очищенные. Да, орешков разных тоже много. Изюмчик по евро 80. Нет, не 500, 350 грамм. По 2,15 темный изюмчик покрупнее. Абрикосы по 2 евро. Вот, орешки есть мои любимые. Ну да, 3,95, конечно, любимые. Ну вот также отдел есть с мороженым разным. И торты, и мороженое, и на развес, и пирожные, торты, видите. Итак, мы закончили сегодняшние покупки. Вот такая у меня получилась торговая корзиночка, неплохая. Спасибо, конечно, всем за просмотр, за ваши лайки. Ну и не забудьте подписаться, кто не подписался. До встречи в новом видео. Пока-пока.